Термин «мойка воздуха» придуман именно компанией Вента еще в 1981 году. И вот как раз приборы все, которые на сегодняшний день называются мойками воздуха, это как раз создала компания Вента. Уже все остальные, это уже получается копия прибора Вента. Да? Сам прибор мойка воздуха Вента очень прост в обращении. На сегодняшний день он имеет очень много премий, таких как ОК-тест, Red Dot. Я вам сейчас все расскажу, что же это за премии. На территории Украины это единственная компания, которая имеет такие награды. Да, первая награда Red Dot, это награждается за именно дизайн. Он эстетически классический, подходит под любой дизайн, который будет находиться в квартире или в коттедже. Даже несмотря на то, что в производстве нет как такового дизайна, да, дизайн прибора предусмотрен таким образом, что он фактически не выделяется из общего интерьера. Сейчас мы с вами поговорим сначала о том приборе, который я вам привезла. Чем же в корне отличается этот прибор, какой принцип его действия, какие у него есть технические характеристики, я все расскажу по стабильно. В первую очередь, каким образом вообще работают мойки воздуха. Мойка воздуха работает таким образом. Вы видите, что сверху находится большое отверстие, через которое с помощью вот такого моторного блока, который здесь есть, то есть вентилятора, затягивается грязный и сухой воздух, который на протяжении года у нас осушается с помощью кондиционера, отопления и вообще температуры, которая находится у нас за окном. Попадая грязный сухой воздух на пластинчатый барабан, который находится в нижней емкости. Это уникальный запатентованный пластинчатый барабан, который был запатентован еще в 1981 году. По сегодняшний день ни одна из компаний не выпускает ничего подобного. В чем же состоит его уникальность? В количестве дисков, рассчитанных четко под кубатуру, а на том, что они укреплены все закреплены на оси, они не разбираются. Мало того, расстояние, которое находится между дисками, четко рассчитано таким образом, что когда грязный сухой воздух попадает на этот пластинчатый барабан, а он постоянно медленно двигается, вот сейчас я вытяну картоночку, наливая воду вот по линию, называется ватерлиния, да? Вот. Этот барабан непрерывно работает там в приборчике, и здесь создается поверхностное натяжение воды поверх барабана и на его пластинчатых дисках. И вот все частички, там, пыли, волосинки, микрочастицы запахов, всевозможные аллергены, прилипая к воде, попадая сюда в прибор, за счет того, что барабан крутится, они смываются в нижнюю емкость, и на поверхность уже методом холодного испарения выходит увлажненный воздух. Почему метод холодного испарения? Естественного испарения. Потому что если мы с вами рассмотрим такой вариант, что у нас на улице идет дождь, соответственно влажность воздуха будет больше, и испарение из этого прибора будет меньше. Если у нас с вами сухая погода, допустим, или морозная, то тем самым испарение будет гораздо больше. В среднем приборы испаряют в сутки от 4 до 7 литров, в зависимости от кубатуры. В данном случае мы с вами рассматриваем LV15, который в сутки испаряет до 4,5 литров. Каким же образом вообще этот прибор действует? Да? Покупая этот прибор в помещение, открывается верхняя крышка. Видите, она не закреплена, но она и не ездит по самому каркасу. Наливаем воду прямо из-под крана. В прибор сразу же в комплекте входит две гигиенические добавочки, вот такие вот. Для чего они сделаны? Выпуская немцами этот прибор, они не могут предусмотреть, на какой территории будет какой жесткости вода. Мягкая, жесткая, как она будет прилипать на эти диски. И для того, чтобы улучшить сразу же прилипаемость, создать такую шероховатость, да, плюс улучшить натяжение вот этой воды на барабане, используется сразу же при покупке вот эта гигиеническая добавка. Как ее использовать? На 15-ю наливаем половину флакончика, на 25-ю 2/3, на 45-ю полный флакончик. И наливая этот флакончик прямо в воду, ту, которую вы набираете из-под крана, сразу предупреждаю, дистиллированную воду мы сюда не наливаем. Почему? Во-первых, она дорогая. Во-вторых, это мертвая вода, которая не создает вот этого прилипания и поверхностного натяжения.
Поэтому я сейчас очень часто слышу, что другие производители говорят, а мы только используем дистиллированную воду. Нет, оно настолько все просто для того, чтобы человек подошел к крану, набрал воды из-под крана и пользовался этим. Если вы, используя вот эту гигиеническую добавку, вы можете полностью вот это мыть, нижнюю емкость без барабанчика, один раз в 14 дней. Если вы не используете гигиеническую добавку, то мойте емкость нижнюю, то есть просто подставили под поток воды, прополоснули нижнюю, да, емкость и набрали по новой воды. Тогда это делается один раз 2-3 дня, ну в зависимости от чистоты в помещении, опять-таки зависит. Дальше, каким образом помыть верхнюю часть? Верхняя часть полностью разбирается, и верхнюю и нижнюю часть вы можете помыть в посудомоечной машине при температуре 40 градусов. Сейчас это актуально, современно, все становятся ленивыми, покупают посудомоечные машины, тем самым себе облегчают труд. Компания Вента это предусмотрела, каким же образом это можно сделать. Прибор сам полностью разбирается. Для этого нужно нажать две клавиши, как вы видите. Сначала открываются тупые части, потом открываются рифленые. Сейчас я тут отодвину, чтобы у нас ничего не упало. Вот таким образом. Отключается сетевой шнур. Находится он всегда, есть подсказочка, напротив серийного номера. Вот, он просто вот отсюда вытягивается. Так? Вытягиваем через это отверстие и снимаем моторный блок. Все, весь прибор полностью разобран. Хотите, моете в посудомоечной машине, хотите, его просто вытираете, хотите, промываете тем способом, который вам удобен. Сам моторный блок не моется, протирается сухой тряпочкой. В принципе, вся грязь, там, пыль, которая оседает вообще на этом приборе, она собирается либо здесь, либо в нижней емкости, но может быть чуть-чуть вот здесь вот на лопастях. Ну, то есть немного ее. Самое главное предостережение, чтобы люди использовали правила использования этого прибора, а не наливали эту воду прямо через верхнее отверстие, как это многие делают. Предупреждаю почему? Потому что у этого прибора 10 лет гарантии. Компания берет на себя обязательство обслуживать его, если какая-то есть поломка, исправлять ее. Но если она открывает вот здесь вот верхнюю защелку, да, видишь, что плата верхняя залита, она окислилась, то это уже является не гарантийный ремонт. Каким образом его полностью очистить, когда вы ставите прибор на хранение? Для этого компания выпускает специальный очиститель. Сразу скажу, что и гигиеническая добавка, которая вот идет как в виде пробников сразу при покупке, потом в дальнейшем она используется в пол-литровых бутылках, на которых есть градация под каждую модель, сколько нужно ее наливать, да, для того, чтобы в принципе вот этой вот бутылки хватает на сезон. От 5 до 7,5 месяцев. То есть это полностью на тот сезон, который они используют эксплуатационный. Гигиеническая добавка. Специально выпускается компания. Очиститель. И гигиенические очистители являются не летучими, не аллергенными, они не испаряются. Если вдруг вода испарилась из нижней емкости, прибор автоматически останавливается и ждет в спящем режиме. С гигиенической добавкой что происходит? Она просто кристаллизируется на нижней части емкости. И как только вы добавили воды, она опять разбавилась, и прибор работает дальше. Через 2 недели промыли, опять по новой налили. Или просто налили воду из-под крана. Да? Очиститель наливается один раз в сезон, опять-таки на 15-ю полбутылки, на 25-ю 2/3, на 45-ю полную бутылку. Да? Для этого прибор включается и работает от 2 до 12 часов в зависимости от загрязнения нижней емкости. Опять-таки у каждого это индивидуально. Если вдруг у человека нет этого очистителя, вы можете использовать лимонную кислоту. То, что делают все. Но обязательно предупреждайте людей, что у лимонной кислоты есть химическое такое свойство, когда она вступает в реакцию с загрязнениями, с водой, с воздухом, у нее начинаются испарения газов таких. Не очень приятный запах. Если вы когда-нибудь чистили стиральную машину лимонной кислотой, наверное, вы слышали, такой не совсем приятный запах из стиральной машины выходит. Так вот, обязательно предупреждайте об этом людей, во-первых, что дозировка лимонной кислоты ведет
возможно к тому, что здесь появится шероховатость, то есть она разъест, этот может разъесть прибор. Поэтому мы рекомендуем так, на 15 где-то 2-3 столовые ложки, на 25 3-4 столовые ложки лимонной кислоты, на 45 можете там 1,5 пачки такой прямо туда засыпать. И пускай люди выносят этот прибор на проветриваемое помещение, для того, чтобы они это не делали. Если не используют с очистителем, то этого не нужно делать. Он работает как работал. Вся прелесть этого прибора в том, что он работает не только как мойка воздуха, то есть очиститель и увлажнитель. Она еще является и дезинфектором, и ингалятором, и еще ароматизатором. Да? Мало кто может этим похвастаться, что столько функций одного прибора и у такого простого, вроде ничего там нет. Используя гигиеническую добавку, компания получила за это премию, называемый алкотест. То есть, проанализировав, ученые увидели, что в течение недели исчезают в воздухе споры плесени. Это очень серьезное замечание, потому что на основе спор плесени появляются всевозможные заболевания. Люди сидят, допустим, в помещении, дышат и не понимают, откуда у них появляются всевозможные отклонения. Дальше, каким образом можно использовать его как ингалятор и ароматизатор? Для этого компания выпускает ароматизаторы, да? Ароматическая добавка такая, которая делается на 100% натуральных аромамаслах, полученных из натуральных фруктов и трав, да, растений. И вот в данном случае сейчас вы видите их 3. Это пробники. На самом деле их выпускают 50 мл бутылочка. И чем они хороши? Здесь есть 3 вида. Компания пошла простым логическим способом, даже чтобы вы не читали, она даже изобразила на изображении, вы видите, если лежачий человечек, значит это успокаивающий аромат, и при добавлении от 2 капель до половины крышечки наступает такое состояние релаксации, успокойствия и сна такого, да. Это называется корица, сделано на основе натуральной корицы, китайской корицы, гвоздики, грейпфрукта. Вот используя эти аромамасла, они добились такого эффекта. Есть такой, так называемый апельсиновая добавочка. Чем она хороша? Она получена из кожуры апельсина. И при добавлении ее в воду получается, наоборот, такой бодрящий, да, увеличивающий работоспособность запах. То есть, наоборот, человек себя чувствует бодрячок, такой здоровячок, столько энергии вперед к работе. И есть самый популярный на территории Украины, да, это называется при простуде эвкалиптовый аромат. Почему? Потому что, мы с вами, к сожалению, на Украине не можем похвастаться тем, что у каждого из нас есть отдельная комната. Да? Количество кубатуры четко ограничено у каждой семьи. Не у всех. Но зачастую происходят какие вещи? Кто-то простудился и, находясь в одном помещении с другими, тем самым заражает окружающих, правда? Вот, так при добавлении вот этой ароматической добавки происходит своеобразная дезинфекция. Он работает как модулятор, он заставляет организм сопротивляться всевозможным бактериям и инфекциям, которые на сегодняшний день находятся в помещении. Теперь по техническим характеристикам. Самое главное. В первую очередь это то, что это аналоговый продукт, который выпускается только в Германии, и все запчасти делаются только там, на одном заводе. Ничего нигде в сборке, весь продукт, выезжая с завода, попадает к нам в Харьков, минуя какие-либо пункты. То есть это прямые поставки из завода к нам в компанию. Это первое. Компания дает 10 лет гарантии, кто не дает ничего. Второе, нет картриджей, нет фильтра. Фильтром является обычная вода. Уникальность в том, что компания молодцы, это запатентовали, и этим самым пользуются на протяжении уже более 30 лет. Да? Далее, у него очень бесшумная работа. От 20 дБ до 40. 20 дБ, если вы знаете, это шепот человека. То есть на первой скорости, включая прибор, это будет приравниваться к шепоту человека. На 3-й скорости, здесь в 15-м 2, в 45-м и в 25-м их 3. То есть на максимальной 3-й скорости это 40 дБ, это шум сейчас процессора, да, вот как вот включили компьютер, вы слышите этот звук, да, системного блока. Далее, очень, скажем так, не капризное отношение к перепадам напряжения в электрической сети.
потребление электроэнергии. Тоже наболевшее. Конечно, мы еще не умеем экономить деньги, как немцы, и просчитывать каждую копейку, как они, но мы идем к этому, да, и компания как раз предусмотрела этот вариант того, чтобы люди экономили деньги на электроэнергии. От 3 на первом режиме ватта всего лишь до 8 на максимальной скорости. Никто на сегодняшний день похвастаться вот такими вот достижениями не может. Помимо того, что молодцы, они не пошли методом маркетинга, прикрепляя сюда всевозможные игрушки в виде всех там лампочек, дисплеев, прикрепленных гигрометров и так далее. Объясняю почему. Потому что у разных слоев населения разное понимание вообще техники. И вот компания пошла таким способом, чтобы эту технику мог понять и ребенок, и человек, который уже в пенсионном возрасте. То есть, открывая крышку, он понимает, что вода испарилась, да, ее нужно добавить. Если вода полностью испарилась, зажигается красный индикатор вот тут вот здесь и показывает, что воды нет, добавьте в меня воды. Умная машина, она просто стоит в спящем режиме и ждет, чтобы вы в нее добавили воды. Далее, как я сказала, электронное, да, переключение скоростей. Используется первый режим, это ночной, второй, третий это дневной. Когда, уходя из помещения, вы можете включить, и к вашему возвращению с вашей работы у вас будет хорошая влажность воздуха, и воздух будет чистый. Это тоже немаловажно, потому что сейчас наблюдается такая тенденция, что в каждой второй, третьей квартире находятся домашние любимцы, которые, пока вас нет дома, они бегают из комнаты в комнату, тем самым поднимая пыль и так далее. Что еще хорошо? То, что не прикреплен гигрометр, это как раз говорит о том, что вы можете приобрести у компании гигрометр, его фирменный, да, который тоже выпускает Вента, и вы можете приобрести любой гигрометр, который считаете нужным. Почему? Потому что прикрепленный гигрометр к прибору, он показывает только локальное увлажнение, которое находится возле прибора. И отойдя хотя бы на 3 метра от прибора, вы увидите, что увлажненность воздуха, то есть относительная влажность, будет совсем другая. Сразу предупреждаю, что ни один прибор за угол не работает, потому что часто встречаю, вот у меня вот эта арочка, из этого помещения у меня сразу следующее помещение. Сможет ли он еще и там это сделать? Там он это делать не будет, если вы хотите. Для этого нужно, чтобы прибор поработал неделю в одном помещении, неделю в другом. Почему неделю? Потому что вот ту влажность, которая должна быть от 45 до 55%, которая полезна, считается правильно в помещении, прибор достигает через 5-7 дней. Сначала влажность приобретает в помещении стены, мебель, полы, вещи, вот растения очень много на себя, а тогда уже оно отдает ту влажность в помещении, которая должна быть. Часто люди покупают для того, чтобы их растения чувствовали себя хорошо, типа зимнего сада определенного, да, или вообще в одной комнате они держат очень много растений, потому что в летний период они их выносят на улицу. Для растений нужно 75% относительной влажности, чтобы вы понимали. Поэтому ни одна мойка этого не даст. Почему? Потому что у вас при 75 будут течь стены, появится конденсат и появится очень большое переувлажнение. Да? Вента может дать до 55, это когда не будет ни конденсата, ни переувлажнения, ни кальциевого налета, ничего этого не будет. И последний, где ставить этот прибор. Самое главное требование, прибор не ставится под стол. Под стол, в тумбочку. Это тоже очень важно. Почему? Потому что люди по дизайну стараются прибор, как и телевизор, где-то вписать в дизайн. Да? Есть требования у прибора, что его ставят на пол. Если находится он рядом с какой-нибудь мебелью, да, тогда вы разворачиваете этот прибор тыльной частью. А решетчатой, которая выдает и поглощает воздух, вы на открытое пространство его разворачиваете. Да? Но вообще есть рекомендация 30-50 сантиметров от всевозможных, там, допустим, от стен, от мебели и так далее. Мы дома проводили эксперимент, ставили его прямо рядом с мебелью. Я просто хотела посмотреть, будет ли какая-то переувлажнение, испарение какое-то. Да? Ничего абсолютно нет. То есть абсолютно сухая древесина. Мы специально пробовали для того, чтобы уже понять, как это правильно будет работать. И последний вопрос, если кто-то у вас будет спрашивать из расчета того, что человек хочет проводить ингаляции и ароматизации своими средствами. Да? Это тоже очень важный вопрос. Пожалуйста,
Они могут в аптечной системе покупать любое средство, но только на спиртовой основе. Потому что масло обволакивает этим диски, поверхностного натяжения не создается вот этой водяной пленки, и, соответственно, действовать прибор будет в холостую. То есть они его маслом просто испортят. Им придется масло потом очищать с дисков, промывать, и тогда он по новой начнет работать. Он не испортится, но у той работы и той отдачи он не даст. Проверено на безопасность именно аллергии, да, поэтому и дают им вот такие премии. Экотест, что это абсолютно безопасно для здоровья. При соприкосновении пластмассы с воздухом, с водой не будет никаких последствий. Поэтому и гарантия такая 10 лет. Уникальная гарантия. Но со временем все равно образует этот кальциевый налет. Конечно, да? конечно. Поэтому Кальций мы же не его испаряется. отнимаем. Кальций только оседает. Инвестируя вот деньги в Венту, вы инвестируете деньги не только в свое здоровье, а еще и в свой семейный бюджет. Потому что впоследствии, эксплуатируя этот прибор, вы не отдаете деньги на смену картриджей, на прочистку всевозможных трубочек, всевозможных дополнительных емкостей, да, фильтров дополнительных. Здесь ничего нет. Здесь открыли, под краном помыли, собрали, просушили, поставили на хранение. Но я считаю, что в летний период у нас никто не отменял аллергены, никто не отменял пыль, которая как летала, так и будет летать в ваших помещениях. И для того, чтобы сон был более спокойный и все ваши домочадцы чувствовали себя более уютно, нужно ее и в летний период использовать. Но практика показывает то, что пока это используют все в осенний, зимне-весенний период. Будем с этим работать. Но кальций же на барабане оседает. И на Конечно. дисках. Конечно. Как только вы будете очищать, все почистится. Это А потом вот берете барабанчик, вынули, под краник подставили. Вот я езжу по другим городам с тем прибором, который у меня стоит дома. И всем очень хорошо видно, что находится на дне прибора, что находится на дисках. Потом, пока я езжу в поездах, там, в автобусах, это все еще опадает на дно. Открываешь, это все настолько наглядно вот видно. Вот смотрите, что там есть, что это в приборе, да. И никуда это не испаряется, оседает. И как только вы это помоете, это все пойдет, да и все. Кальций же воду не смывается. Нет. Барабанчик. Тут Нет. вот этой вот добавочкой, которую... Да, либо лимонной кислотой. Одним из двух. Пока с кальцием боремся так. Ну, конечно же, компания молодцы, они предусмотрели. Почему? Потому что оно не едкое, оно не аллергенное, оно не летучее, оно не испаряется. Вы просто добавили, прибор как работал, так и работает. Вы никаким образом не почувствуете, что вы как бы прибор поставили на обработку. С прибором идут 2 гигиенические добавки вот в этой коробочке для того, чтобы первое, люди, используя эту воду на той территории, в которой они живут, они сразу получили максимальный эффект. Улучшение поверхностного натяжения пленки, прилипаемость к дискам. Впоследствии ваш личный выбор, используете вы гигиеническую добавку или не используете. Ароматизатор и очиститель тоже по выбору. Это присутствует, вы можете это использовать, но по желанию. Каждая модель доступна в 2 цветах – черном и белом. Объем заливаемой воды в модели LV15 5 литров. Вода заливается по уровень волны. Мойка воздуха Вента LV15 имеет 2 скорости работы. Основную вторую скорость и пониженную первую скорость для работы ночью. При уменьшении скорости снижаются обороты вентилятора и скорость вращения пластинчатого барабана. На первой скорости работу мойки воздуха практически не слышно. При снижении уровня воды ниже минимального прибор отключается и на панели горит индикатор аварии. Такая же ситуация возникает, если вы захотите налить воду в поддон и снимете верхнюю часть мойки воздуха, забыв при этом предварительно ее отключить. Компания Вента предлагает цифровой термогигрометр, который измеряет относительную влажность и температуру воздуха в помещении.
Термогигрометр позволяет запоминать максимальные и минимальные измеренные параметры, температуру влажного термометра и точку росы при данной относительной влажности. Высокую точность измерения обеспечивает датчик производства Швейцарии. Его можно поставить на столе или повесить на стене.